Хау, я Игорь. Очередной ролик, в котором будет битва лапши, где мы сравним, какая лапша лучше. И сегодня у нас два бойца. Давайте поменяю вот так вот. Постоянно там они находятся. Первая лапша, это у нас фунчоза под китайским соусом с грибами, шиитаки и муэр. Шиитаки и муэр. Вермишель фунчоза с заправками. Вермишель фунчоза под китайским соусом с грибами, шиитаки и муэр. И производитель — это Россия, город Иваново. Наша русская лапшичка фунчоза. Сан Бонсай производитель какой-то. Итак, в левом от меня углу будут находиться русские, а в правом углу будут находиться... Вот честно, тут ни одного вообще слова нету понятного мне. И так как здесь вообще ничего не нарисовано, кроме вот этой вот банки с лапшой, тарелки точнее, и вот тут 3 тарелок с лапшой, и все в иероглифах, тут вот написано открыть, залить и готово. Будем считать, что это китайцы. Китайцы сделали вот такую красивую упаковочку, и в правом от меня углу будут находиться китайские оппоненты. Ну и давайте начнем первый раунд, в котором мы будем оценивать внешний вид упаковки. Такая красивая баночка, да, по сути. Ну, похоже вот на лапшичку вок, в которых там продают, да. Ну, под китайский стиль сделана она, так как с китайским соусом. Вполне симпатичная. За упаковочку балл русские получают. Китайские оппоненты. Симпатичная синяя банка такая. Причем она такая необычная. То есть не просто какая-то круглая, он какими-то ребрышками. Давайте уберу вот эту полиэтиленку сейчас. И поближе рассмотрим. Да, такая очень оригинальная, прикольная баночка. Симпатичная, синего цвета. Думаю, тоже балл получают китайцы за упаковку. Ну и переходим ко второму раунду, где мы будем открывать, смотреть комплектацию, ставить за это баллы, на внешний вид до приготовления. В общем, оценивать визуальную составляющую каждой лапшички. Вот здесь есть такая пломбочка, на которой написано «Открывать здесь». Сразу видно, никто там своими шаловливыми ручонками в нашу лапшу не залезал. Замочек. Открываем. Будем надеяться, вот в ней можно приготовить. Да? А давайте посмотрим вообще способ приготовления есть здесь. Способ приготовления. Фунчозу залить кипятком, закрыть крышку, через 5 минут слить воду, добавить содержимое из пакетов, перемешать, и блюдо готово. Но почему-то мне вот кажется, что вот в этой упаковке мы не сможем ничего приготовить. Или попробуем, да? Давайте попробуем, почему бы нет. Тут же не сказано, что ее надо переложить в тарелку. Да. Так что будем готовить прямо в этой коробке. И давайте смотреть на комплектацию. Лапша. Прям написано соевый соус. Чистый соевый соус. И еще какой-то жидкий бульон, на котором ничего вообще не написано. Просто пустая упаковка. Лапша фунчоза. И порошочек. Кунжут здесь написано. Отдельно еще кунжут. Соевый соус, кунжут и какой-то соус. Здесь больше ничего у нас нет. Никаких приборов. Есть руками придется. Итак, лапша. Давайте сразу глянем внешний вид лапши. Обычная фунчоза. Как бы, балл русским за фунчозу, в принципе, неплохая. Итак, у нас 3 приправы, целых 3. То есть 3 балла получают русские за количество именно приправ. Ну и давайте вываливать все это дело. У нас все вот это надо добавить позже. Мудреная фунчоза. Так что за внешний вид до приготовления мы не будем даже китайцев тоже оценивать, чтобы было справедливо, так как у русских технология своя шикарная.
Будем оценивать после приготовления. Итак, фунчозу мы нашу положили, и русские у нас готовы к приготовлению. Переходим к китайским оппонентам. Открываем крышку, мне даже самому интересно. Первый раз такую лапшу вижу. Хлоп, смотрите. Какая лапша шикарная. Какая-то необычная. Прям как вот, не знаю, домашнюю лапшу, знаете, делают. Нарезают. Прикольно, тоже в пакетике. Столовый прибор. Здесь у нас в наличии вилочка. Довольно-таки неплохая. И смотрите, она даже здесь с каким-то рисуночком изогнутая такая. Прям прикольная складная вилочка. Масло. Не написано ничего, но соевый соус. Даже каких-то равных оппонентов ты выбрал. Здесь у нас, судя по... На ощупь, судя, здесь зелень какая-то. И здесь у нас порошок, в котором есть приправы. Итак, что мы видим? За лапшу, за интересную, тоже такую прикольную, китайцы получают балл. У китайцев 4 приправы. Масличко, соевый соус, там кунжут, соевый соус. Да? Здесь зелень отдельно и еще порошочек. 4 балла получают китайцы. Ну и в отличие от нашей фунчозы, в которой нечем есть, кроме как руками, здесь есть столовый прибор. Китайцы об этом позаботились. Она складная, хорошего качества вилочка. Так что китайцы получают за вилку еще 1 балл. Ну и давайте я тоже это все высыплю. И только вот тут... ну тут же было нарисовано, как готовить, да? Все засыпаем, короче, заливаем кипятком и готово. По времени там 5-6 написано. 5-6 минут. Ну, примерно одинаково. Так что внешний вид китайцев до приготовления мы тоже оценивать не будем, чтобы у нас было так справедливо по отношению к русским. Так что этот этап мы пропустим. Опять же, сколько воды заливать? У русских вообще написано, сколько воды надо? У них не написано. И ничего не нарисовано. Ну у них можно хоть сколько, она главное, чтобы заварилась. А вот китайцы, да. Возможно, здесь на китайском и написано. Первое ту-ду-ду-ду, второе ту-ду-ду-ду, 5-6 минут ждем и... Не написано. Ну, придется лить по количеству лапши. Чтобы она вся утонула. Как говорится, на ощупь будем лить. Высыпаем приправочки. Так, смотрите. Здесь у нас вот такой вот порошочек. Здесь у нас вкус получается самого бульона. Приправки, специи, перчик, соль. Во втором пакетике зеленый лук. Вот это фиолетовый. Тоже какой-то лук, наверное. Фиолетовый лук. Соевый соус. Соевый? Угу. Такой какой-то он прям ароматный. Прям очень ароматный соевый соус. То есть не как обычно соевый соус пахнет. Ну, возможно, это супер китайский соевый соус, а не то, что у нас здесь в магазинах продают. И маслечко. Да. Причем масло какое-то не рафинированное, оно с запахом. Прям запахом семечек. Итак, пока китайцы у нас лидируют. Возможно, они подведут нас вкусовыми качествами и проиграют. Но пока я думаю, что русским не победить китайцев. Их много же. Ну и все, оба наших блюда готовы к заливанию водой. И я пошел за кипятком. Ну и все, принес я чайник. Давайте пробовать в эту картонную фигню заливать кипятком. Давайте подальше поставлю. Вроде пока живет. Надеяться, она создана для этого. И заливаем китайцев.
Накрываем крышечками. Тут же недаром такой замочек. По-любому. Оп. Ну и все. Убрали мы это в сторону. Ждем 5 минут, пока приготовится наша лапша. И через 5 минут встретимся вместе с вами. Ну и вот, 5 минут у нас прошли. Давайте тарелочку приготовил. Сольем нашу фунчозку, которая начала протекать. Да. Ай, как теперь ее слить? Блин. Я так лапшу потеряю. О. Убираем этот бульон в сторону. Давайте открывать и смотреть. Вот она у нас, фунчозочка наша запарилась. Высыпаем все вышеперечисленное туда. Это тот непонятный бульон. Это что? Что за сопли? Фу-фу-фу, какая-то странная штука. Вообще. Вон, как это все у нас выглядит. Знаете, я вам так скажу. Не особо как-то аппетитно эти соплики выглядели. Сейчас, может, размешаем, это все будет лучше смотреться. Мяса здесь никакого нету. Ну, китайцев, в принципе, тоже там нету. Хотя здесь какие-то... Есть. Есть, вон, смотрите. Что-то подобие грибов. А возможно, это и грибы. Возможно, вот в этом соусе и были грибы. Итак, оцениваем внешний вид. Не знаю, будет вам видно в верхнюю камеру или нет. Честно, ну... Если просто по баллам давать, ну дам я им 1 балл. Просто из-за того, что там кунжутик есть. Ну, она какая-то коричневая и невзрачная вообще лапшичка это. Просто 1 балл за внешний вид. Переходим к китайцам. Лапшичечка. Запарилась хорошо так. Вот китайцев, по крайней мере, банки не протекают. Ну, русские наши бездельники. Даже банку не смогли нормально делать. Смотрите. А здесь тоже? Вот это что? Это вот, возможно, это и есть грибы сушеные были. То есть у нас сегодня 2 грибных лапшички. Ну и что мы по китайцам скажем? Ну вот смотрите. Мне кажется, вот тут зелень плавает, лапшичка такая. Коричневый бульон. Ну, блин, хочу им поставить 2 балла. Но, не знаю, давайте посмотрим и оценим. В принципе, ладно, тоже 1 балл поставлю китайцам за внешний вид. Ну и переходим к самому интересному. Я не знаю, вы цифры-то вот эти видите, я могу запутываться. То есть у меня просто прошлые ролики с битой лапшой я там немножко накосячил, напортачил, но кто выиграл, тот и выиграл, в принципе. Просто я цифры неправильно посчитал. Их меньше, по-моему, было у меня, чем по факту. И начнем с китайцев, так как они у нас лидируют пока на данный момент. На запах. Пахнет непонятно, честно. Не очень приятно, кстати. Если честно, на запах прям не особо как-то цепляет. Давайте попробуем лапшу. Лапша прикольная. На вкус, если честно.
Какой-то очень неприятный вкус. Наверное, за лапшу балл поставлю. Лапша у них такая довольно-таки приятная. Но вкус вот этот. Вообще непонятно. Из-за того, что лапша вот такая вот, а не обжаренная, бульон стал такой, видите, густоватый. Из-за муки, скорее всего. Не пойму, что это за вкус. Но за бульон я не буду ставить. Фу. Даже больше есть я не хочу. За бульон они балл не получают. А общая моя оценка этой лапше по вкусовым качествам 3 из 10. Так что 3 балла получают еще китайцы. Вроде такая красивая, замечательная лапша. На вкус она прям ужасная, честно. Прям фу-фу-фу. Возможно, китайцам это нравится. Итак, наша фунчоза. Пахнет соевым соусом. Так что за запах я ставить не буду. Бульона у них нет, как такового. Так что балл за бульон они тоже не будут получать. А вот лапшичку пробуем. Отвратно, честно. Фу. Не покупайте это фунчозу вообще. Новинка еще. Фу. Отвратительно. Чисто за фунчозу я им балл поставлю, чтобы было справедливо наравне с китайцами. Ну и моя общая оценка. Фу, ну, я не знаю, если вот сравнивать, что отвратительней, мне кажется, вот она отвратительней. Так что 2 из 10. Прям 2 из 10. Не баллом больше. Итак, что я могу сказать по поводу двух этих лапшичек. Русская, вот эта вот фунчоза. Ой, ужасная. И вот эта вот китайская тоже ужасная. Но, судя по баллам, у китайцев 12, у русских 9. И победили у нас китайцы. Но я бы не назвал это победой, так что фанфаров не будет. Это 2 поражения. Но просто у китайцев с меньшими потерями. И все. Как бы тут выигравших нет, я бы вообще не назвал их победителями даже ни одного и ни второго. Просто из 2 отвратительных на вкус блюд, вот это более отвратительное, а это просто отвратительное. Так что сегодня победителей у нас нету, но в битве превосходства взяла китайская говняная лапша. Капец, почему сегодня такой ужасный вообще обзор и такая ужасная битва? Эта лапша, я не помню, как мне досталась. Возможно, это подарок, возможно, я ее заказывал. Короче, я не знаю, я посмотрю у себя в заказах. Если найду ее, то оставлю ссылочку в описании. Но не думаю, что она вам пригодится, эта ссылка. Потому что лапша отвратительная. Эту можно купить в магазинах. По-моему, даже я ее в ленте брал, что ли. А самое главное, помните, что не вещи красят человека, а то, что у него внутри. Чао! Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.